Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Я только что с огорода, как видите, у меня телефон закреплен на ветках, точнее ветки рядом с ним. И дует сильный ветер. Надеюсь, он не испортит мне кадр. Трясется он будет немножко. Друзья, всем привет! Решила поделиться с вами своими впечатлениями и мыслями по поводу ремонта, который у меня сейчас в доме происходит. Вы знаете, в моей жизни было не так много ремонтов на самом деле. И, скорее всего, это носило какой-то такой фрагментарный характер. Что-то я где-то делала, знаете, так чуть-чуть там, своими руками что-то покрасить, что-то где-то прикрутить и все. Но чтобы делать такой вот полноценный ремонт, когда нужно все продумать, просчитать, чтобы все было на месте, как надо, по цветам, чтобы все складывалось благополучно, и нужно просчитать наперед, как это все будет выглядеть, как это будет стоять, что с чем сочетаться, как подо что подгоняться. Вот такого опыта у меня, к сожалению, еще пока не было. И сейчас я проживаю такой непростой период в своей жизни, скажем так, потому что, морально это очень сложно и очень тяжело все переживать, а тем более в одиночку, когда не с кем посоветоваться, как что, когда тебе никто не поможет, а если помогут, то только люди, которых ты нанимаешь, да, условно говоря. Если у тебя есть деньги, ты можешь попросить у них помощи. Ой, ну все, ветер подул. Так, друзья, сейчас весь мой кадр испортит яблоня. Сейчас уберем веточку. Вы знаете, я сейчас проживаю состояние ремонта в той стадии, когда это не просто косметический ремонт, да, а это буквально-таки полноценный капитальный ремонт моего пола на кухне. И он еще пока в процессе, завершающей стадии, я еще не знаю, когда будет. Надеюсь, что этим летом она все-таки будет. Вот. И плюс еще у меня идет ремонт в ванной. Вот в понедельник его начнут делать там полы. Короче, все это очень непросто. И я хотела бы поделиться с вами сейчас теми эмоциями, которые я сейчас проживаю в этот момент. Вот, во-первых, как я уже сказала, морально тяжело все это выдерживать, потому что на тебя валится масса информации о том, как нужно сделать, как все должно быть, нужно все изучать внимательно, потому что если делаешь надолго что-то, да, нужно как-то обстоятельно все это делать и просчитывать все наперед, да. А если у тебя нет такого опыта, когда ты уже делала ремонты капитальные, то это приходится еще в процессе еще всему обучаться. Плюс еще нужно успевать что-то здесь сажать, косить. Теплицы вот я в этом году обустраиваю новые, да. То есть это очень быстро все. И нужно в процессе все очень быстро делать быстро, скорее, чтобы еще это было просчитано наперед. Там рабочие, тут доставки. Это просто психологически очень тяжело. Но кто проживал ремонт, а тем более капитальный ремонт, я думаю, что вы меня поймете. Кстати, напишите в комментариях, кто из вас проживал капитальный ремонт, и поделитесь своими мыслями и чувствами, которые вы в этот момент проживали. Мне будет очень интересно почитать, и я вам буду очень благодарна, если вы поделитесь, и я пойму, что я не одна такая, да, как бы, и мне морально легче будет почитать ваши комментарии, узнать, что, оказывается, не только одной мне тяжело. В процессе всего этого мне иногда хочется все бросить и просто закрыться от всего, поставить телефон на беззвучный режим, чтобы не поступали вот эти сообщения, звонки, постоянные вопросы какие-то, которые нужно решать сиюминутно, быстро и правильно, самое главное, потому что если ты немножко где-то просчитаешься, потом нужно это все переделывать, а это все дополнительные деньги, понимаете? Либо нужно будет оставить все как есть, а потом ты будешь жить во всем этом очень долго. Ну, в общем,
в процессе мне от всего иногда хочется прям даже закрыться, забыться. И, как правильно многие написали в комментариях: Наташа, тебе нужен отпуск. Друзья, я бы с удовольствием взяла отпуск, но у меня отпуск такой, как видите, я в свободное время занимаюсь домом и участком. И, конечно же, мне хотелось от всего этого отвлечься, отключиться, но поскольку я живу одна, да, и у меня нет такой возможности оставить на кого-то дом, кошек и куда-то уехать и немного переключиться. В общем, друзья, дальше у меня не записался звук, потом сел заряд на телефоне, поэтому расскажу закадровым голосом. Приведу пример, о чем я говорю. Вот у меня есть кухонная мойка, она временно закреплена на стене. Стену мне эту нужно освобождать, потому что здесь я собираюсь выкладывать фартук из плитки, вот такой вот бежевый, как возле газового котла, на пол и на стену, там, где будет стоять кухонный гарнитур. В общем, нужно эту мойку временно снять и уже купить для нее тумбу. А это значит, нужно решить, каким цветом будет кухонный гарнитур и как он будет сочетаться с цветом пола. В общем, я зашла на маркетплейсы, начала искать для этой раковины подходящую тумбу. Там оказалось очень много различных цветов. Вот сейчас я вам покажу, да. Вот, но это только для примера, только вот светлый и темный. Вот мне очень понравился вот такой цвет теплого дерева. Но вопрос в том, что еще чистовой пол мне не сделали. Я его уже заказала. Вот он такого будет цвета, теплое дерево тоже. Так вот, я озадачилась, какую тумбу выбрать, какого цвета, вообще их много. Я уже поняла, что у меня кухня будет модульная. То есть я буду модулями покупать такие вот шкафчики. И вот первое, что нужно мне сейчас приобрести — тумбу под раковину. И, в общем, я зашла, очень много цветов. У меня просто разбежались глаза. И я поняла, ну вот мне, например, вот такой цвет очень нравится. Но потом я задумалась, у меня же вот такой вот будет пол, и насколько он будет сочетаться вот с таким вот цветом, да. В общем, я задала чату GPT такой вот запрос. Сейчас подбираю тумбу под мойку и хочу, чтобы тумба сочеталась с оттенком моего пола. И что самое интересное, чему я научилась вот по нейросетям, главному лайфхаку, да, вот многие люди мне писали в комментариях, что искусственный интеллект иногда обманывает. Да нет, друзья, он не обманывает, он просто не понимает досконально, что от него хотят. Чтобы он понимал досконально, что вы хотите, нужно задать ему очень точный промпт. Промпт — это такой вот запрос, да. Так вот, чему я научилась для того, чтобы более точно и правдиво искусственный интеллект обрабатывал мои запросы и давал более корректную информацию. Обязательно нужно задать 3-4 вопроса. То есть вот прям написать в запросе искусственному интеллекту, но сначала задай мне 3-4 вопроса для более точного контекста. И вот он, значит, задает мне здесь ряд вопросов. Какой стиль кухни тебе ближе? Там минимализм, сканди, классика, лофт или что-то другое. Какого цвета планируешь фасады, светлые, темные, древесные, какую мойку рассматриваешь, в общем, и так далее. В общем, он задает мне определенные вопросы, на которые я подробно отвечаю, пишу, что мне нравится стиль сканди, фасады древесных оттенков, и вот он мне начинает подробные рекомендации писать. Вот я здесь ему пишу: мне нужно выбрать цвет тумбы под цвет пола, да, чтобы они гармонично сочетались. Вот здесь я уточняю. И он пишет: твой пол теплый древесный оттенок с натуральной текстурой, где есть теплый дубовый тон, немного серо-коричневого, средняя насыщенность без сильной рыжины. Для сканди стиля лучше, чтобы тумба не пыталась точно копировать пол, а была либо на 1-2 тона светлее, либо чуть холоднее по подтону. Вот такие варианты будут смотреться гармонично. И вот он мне приводит примеры. Светлый дуб – это лучший вариант. Ну, то есть очень светлое дерево, ну, там сохраняет натуральность, не спорит с полом, да. Вот сейчас я покрупнее картинку сделаю. Вот у меня приблизительно такой пол будет. И вот здесь светлый дуб. Вот светлый дуб, вот выбеленный. Он примеры мне привел, как этот светлый дуб выглядит. Серо-бежевое дерево он предлагает, еще один вариант. И вот еще теплый песочный беж. Мне очень понравился, как этот беж будет сочетаться с теплым полом. То есть, видите, на 2 тона светлее, ну, намного даже светлее, я бы сказала. И очень неплохо смотрится. Вот он сочетание показывает, да. Не обязательно пол, просто видите, насколько гармонично это как-то вписывается в тему.
одно с другим. В общем, мне очень понравилось. Вот самый яркий пример сейчас покажу. Это вот этот. Мне очень понравились сочетания вот этих цветов. Кухня будет очень светлая. И вот именно благодаря чату GPT, благодаря тому, что я ему задала правильный промпт, правильный запрос, да, он мне подобрал идеальный вариант того, что я хочу. Понимаете? Если бы я просто написала там подбери к этому цвету пола цвет тумбы, и он рандомно бы его подобрал, не учитывая мои пожелания, особенности и так далее. В общем, вот, друзья, насколько важно уметь задать правильный запрос искусственному интеллекту. Вот он, учитывая мои пожелания, еще здесь написал, чтобы он не советовал темно-красно-коричневый, как на втором фото, цвет под тот цвет пола, который у меня есть. И он пишет даже аргументы, почему конфликтует с современным оттенком пола, визуально утяжеляет, уводит интерьер из сканди в старую классику. У меня бы получилась очень темная кухня вот с тем рыжим цветом, да, который мне понравился. Вот сейчас я покажу вот на первом фото, вот здесь вот. Тяжеловато бы получилось, хотя мне этот оттенок очень нравится. Он практически сыграл роль дизайнера по интерьеру, да. Я бы, не додумалась. Вот он тоже также здесь рекомендации мне дает, что точно такой же оттенок, как у пола, не нужно брать цвет тумбы и цвет кухни всей. И вот он пишет, что светлый дуб самый безопасный и стильный, а серо-бежевое дерево самое современное, а песочный беж самый уютный. Но он мне, собственно, больше всего понравился, и светлее получится кухня, да. Вот как он пример вот здесь привел, вот такое сочетание цвета. В общем, я заказала, друзья, тумбу под раковину уже. Какой цвет я еще пока не буду показывать вам. Я буду держать интригу, да. И я сделаю отдельное видео, где я покажу подробно, как мне делали пол, как это происходило. Все, когда уже будет сделано. А не знаю, когда это будет сделано. На это потребуется время, конечно. Друзья, в 2026 году больше не обязательно каждый день тратить на дорогу по несколько часов в офис и жить в режиме реального стресса. Сейчас все больше людей переходят на удаленную работу. И самые востребованные профессии, самые востребованные направления – это работа с нейросетями, с искусственным интеллектом. И вы, например, можете помогать бизнесу внедрять нейросети, создавать контент с помощью искусственного интеллекта. И таким способом зарабатывать себе на жизнь удаленно, да, и спокойно заниматься своим бытом, садом, огородом, домом и так далее. То есть работа удаленная – это сейчас не какая-то диковинка, это вполне реальная возможность, если вы изучите нейросети. Друзья, для того, чтобы писать правильные промпты для искусственного интеллекта, правильные запросы, да, уметь задавать правильные запросы искусственному интеллекту, чтобы он вас очень точно понимал и давал такие самые правильные, существенные ответы на ваши вопросы, которые бы вам действительно помогали, нужно этому учиться, понимаете? И для этого я вам предлагаю поучиться в СММ-академии Михаила Христосенко. Значит, у него есть бесплатный 5-дневный практикум по нейросетям, где вам покажут и расскажут, как работают нейросети, как на них можно зарабатывать, как можно их внедрить в свою повседневную жизнь, чтобы они вам помогали, да. Вы сможете с помощью нейросетей, благодаря этому курсу, писать тексты, находить ответы на любые вопросы, причем очень точно, как я вам сейчас показала, да. Искусственный интеллект станет вам буквально-таки помощником и любым специалистом, который может дать ответ на любой ваш вопрос, в том числе и в ремонте. Вот как я воспользовалась, да. Но для этого, друзья, нужно уметь писать промпты. Нужно уметь задавать правильные вопросы искусственному интеллекту. И на этом курсе вам помогут научиться писать правильные запросы для искусственного интеллекта, чтобы он вас предельно точно понимал. И поможет этот курс также вам создавать уникальные изображения под любой запрос. Вот, например, я с помощью искусственного интеллекта делаю обложки для своих соцсетей. Сейчас я вам покажу. Друзья, вы, наверное, заметили, что во всех моих соцсетях поменялась обложка. Она раньше была просто фотография. Теперь вот мне искусственный интеллект сделал такую вот красивую заставочку. Причем это сделано было за пару минут, может быть. Если бы я это делала в фотошопе, я бы сидела пару часов.
Понимаете, чтобы вы понимали разницу. Этому можно научиться на курсе по нейросетям у Михаила Христосенко. Дальше. Здесь вы также научитесь сочинять музыку, озвучивать любым голосом тексты, подбирать сотни идей для сторис и постов в соцсетях, если вы соцсети ведете, да. Писать сценарий вы сможете для вашего блога, если вы блогер. Анализировать любые данные вас там научат, делать выводы, получать рекомендации правильные, как будто вот рядом с вами действительно сидит дизайнер настоящий, да, и дает вам советы, определенные рекомендации. Всему этому можно научиться вот на этом курсе, бесплатном 5-дневном курсе. Помимо всех этих навыков, вас еще здесь научат зарабатывать на нейросетях, да. Причем как подработку вы сможете себе найти, так и основную работу с помощью нейросетей. Вот там подробно на этом курсе вы все узнаете. Вот этот курс по нейросетям подойдет всем, как специалистам, так и людям, которые просто живут свою жизнь, да, и занимаются своим бытом, садом, огородом, ремонтом, вот как я, да. Это очень полезная штука. Вот обязательно сходите на этот 5-дневный курс. Ну и немного об авторе этого курса, как я уже сказала, ведет его Михаил Христосенко. Я уже много раз, вы, наверное, слышали в своих видео, показывала, рассказывала про этого человека, что это предприниматель, бизнес-тренер, практик. Он обучил сотни тысяч людей своим навыкам, в том числе навыкам работы с нейросетями. И очень многому я научилась, очень много, кстати, тоже пользы получаю до сих пор. Навык работы с нейросетями – это полезный навык, друзья, который останется с вами навсегда. И пользу вы сможете получать в разных сферах жизни. И вот здесь даже вот прописаны результаты учеников этого курса. Можете зайти на сайт. Вот на этот я оставлю вам ссылочку на него под этим видео. Ознакомьтесь обязательно с этим курсом, запишитесь на него. Это бесплатная информация. 5 дней вы можете послушать, узнать, что такое нейросети, как ими пользоваться. И, возможно, там же приобретете платное обучение, благодаря которому ваша жизнь станет намного проще, легче, экономнее. Всем рекомендую. Ссылочку оставлю под этим видео. Так, друзья, видите, как у нас трава растет? Молниеносно просто. Белочка вот со мной идет. Пойдем, Белек, пойдем. Белка схуднула. Уже лето началось, считай. Она уже начала худеть, смотрите. Стройнеет моя девочка. Иду на дело, друзья. Значит, в прошлом видео я показывала, как высаживала свой можжевельник. Белек носится со мной. И вы сказали, что он не опасный. Заражают этим ржавчиной другой сорт можжевельника, какой-то там казацкий. А тот, который у меня, он сортовой, он не заражает. И нужно его посадить где-то возле дома, чтобы им любоваться. Ну, собственно, логично. Поэтому я сейчас иду за ним, чтобы его пересадить. Вот. У меня здесь, смотрите, вот шелковица начала листочки давать. Надо выкосить все. Видите, как трава моментально просто вырастает. Сейчас я вам еще кедр покажу. Подождите, и грецкий орех. Донесу только лопату с этим, господи, с горшком. Вот, значит, мой можжевельничек. Сейчас буду его выкапывать и пересаживать. Значит, друзья, меня просили показать, что с моим кедром. У нас неимоверная жара, но, по крайней мере, вот до этого времени была, а завтра уже похолодание. Очень жарко, душно, поэтому я его прикрыла. Он начал у меня подгорать на солнце. Видите, у него рыженькие внизу иголочки, а сверху он растет, распушился вот так вот. И у него 2 ветки. Видите, он дал побеги молодые, сверху он растет, короче. И сейчас у нас начнутся дожди, кстати. И нужно его открыть. Этой шляпой я его прикрывала, пока солнце было. Но сейчас он будет в траве, и ему будет немножко полегче. У нас жара стояла, знаете, плюс 30, плюс 36 градусов. Вообще аномальная жара была. Такого в мае у нас никогда нет. Но меня радует, видите, то, что у него молодые побеги начали расти. Он вверх растет. Внизу только вот веточки подгорели. Иголочки, точнее. Вот Белечка прибежала. Белечка, ты мой сладкий кот, ты похудела немножечко, да, постройнела, обобела. Бочочки-то немножко подхуднулись, да, Бель? Скажи, вот так. Мурк. Ты мой сладкий котик, сладкий жирный котик.
Скажи, я буду стройная за лето, да, Белек? Так, вот сейчас я вам еще покажу грецкий орех. Мне, кстати, вот эту траву уже выкашивали, чтобы вы понимали. Здесь уже косили. И вот она очень сильно так вот разрослась. Вот, смотрите, грецкий орешек мой. Вот у него ветка большая, видите, уже какая одна вся в листиках. Вот здесь он побеги начал давать. И очень сильно пахнет йодом. Прям вот листья трогаешь, и прям руки пахнут йодом очень сильно. Он растет, с каждым годом становится все больше и больше. Все пушистее и пушистее, и дает большие веточки. Вот эти ветки, кстати, зимой торчали над снегом, над сугробами. И они, видимо, померзли или что. А вот то, что находилось под снегом, вот эти вот веточки, они дали побеги. В общем, друзья, я решила пересадить можжевельник поближе к дому, как вы и сказали, на входе. Я его посадила возле забора. Там ему будет действительно намного лучше, и вот там он будет красоваться на моих глазах. Теперь этот можжевельник будет соседствовать вместе с папоротником возле забора, на входе, возле калитки. Здесь ему будет очень уютненько. Вот такой вот он у меня красавчик, дал уже новые побеги. В прошлом видео я попросила вас написать варианты имен, как можно назвать этот можжевельник. И вы написали столько имен, такое большое количество. Я выписала, там получилось на 3 листа целых. Обалдеть, просто такой большой разброс. И смешные там были, и не смешные, и со смыслом. Но больше всего мне понравился комментарий от одной подписчицы. Сейчас я его зачитаю. В старину можжевельник сажали напротив крыльца или окон. Много тому причин. Он очищает своими фитоцидами воздух в радиусе 100 метров. Он отпугивает нечистые силы и людей с камнем за пазухой. Успокаивает и умиротворяет. Это живой оберег и страж. Если беспокойный ребенок в доме, то раскладывали везде веточки можжевельника и под подушку тоже. А назвать можно не прям вот человеческим именем, может простое понятие «мой друг», «друже», «бережка». Этот вариант мне понравился больше всего, и теперь можжевельник зовут Дружочек, просто Дружочек. Хотя очень сильно просилось какое-нибудь мужское имя сюда, ну пусть будет Дружок. Хотя были предложения назвать его Пантелеймон, Самсон, Вечно Зеленый Гена, Шурик, Жора, Аркадий и так далее. Очень много было смешных имен от вас. Но пускай будет просто Дружок. Он действительно будет оберегать вход в мой дом, на мой участок. Так, друзья, показываю, как я наконец-то приделала пленку на эти парники. Значит, история такая. Есть такая вот клейкая лента. Ну, как она на липучках, видите? Сейчас попробую показать. Вот она вот так вот выглядит. Я уже в предыдущем видео показывала. Значит, с одной стороны она лепится на теплицу, а с другой стороны она лепится... Сейчас покажу. А с другой стороны она лепится непосредственно на саму клеенку. Вот. Здесь одна сторона, которая цепляется за другую. Ой, вот так вот это выглядит. Значит, я утром, когда выхожу... Кнопа, куда ты залезла, а? Значит, я утром, когда выхожу, отцепляю вот эту вот часть пленки и перекидываю назад. И вот здесь, смотрите, боковинки я вырезала отдельно. Вот эти домики я вырезала отдельно. Пленку надо еще, кстати, протереть тряпкой. Она у меня всю зиму лежала во дворе, грязная. Я еще не успела. Вот эти боковинки, они тоже отстегиваются, они тоже на этих липучках. Тоже можно спокойно полностью все снять. Протереть пленку, если есть необходимость. Вот эта вот часть основная, да, широкая у пленки, она вырезана полным полотном, вот так вот. То есть я ее просто перекидываю вот так вот и цепляю вот на эти вот липучки, которые, видите, внизу, здесь поверх. Ну, вот здесь, правда, на коньке нету. Но вот с той стороны, сейчас я покажу. Вот с этой стороны, видите, тоже на липучке вот внизу. Это вот. И вот здесь по бокам тоже липучка. Значит, вот эти, получается, боковушки я вырезала отдельно и клеила их вот на эти липучки отдельно. А основную часть вот я делала сплошным полотном, вот так вот перекидывала. Значит, вот этих липучек, вот этих вот полосок у меня ушло где-то около 30 метров на все теплицы. Держат они пленку отлично, даже при сильном ветре, прям просто намертво, можно сказать. И единственное, есть неудобство, клейкая сторона, которая крепится к теплицам, она иногда отходит. Вот вы, например, снимаете пленку, отдираете от этой липучки, да,
И она вместе с клейкой с основой отходит. Сейчас вот покажу. Вот здесь, видите, вот она немножко отошла, и она может отклеиться со временем. Ну, понятно, осадки, дожди, влага. Поэтому я взяла строительный степлер, и вот так вот на строительный степлер присандалила, короче, эту липкую ленту. Вот, и она держится отлично. Я, кстати, еще не успела полностью закрепить пленку, мне не хватило ленты. Вот здесь по низу, вот здесь по низу нужно сделать у этой теплицы. Вот там она вся сделана, а вот это еще не доделано. Жду, когда приедет с Валберес вот эта вот полоска, которую нужно доклеить. В общем-то, был у нас вчера очень сильный ветер. Ну, такой прям мощный, буквально ураганный. Пленка держалась на отлично просто. Она герметично вся закрывает парник. Парник очень тяжелый, понимаете. Внутри короба там земля и компост. И плюс помидорки. Смотрите, кстати, у меня уже они оклемались после пересадки. Уже я их подвязала. Вот это вот бычье сердце рязанское. Вот. Здесь еще где-то есть бычье сердце полосатый шоколад. Еще какие-то сорта, я уже не запомнила. Вот это, кстати, гаргамель. 2 кустика. Я по 2 кустика сажала. Вот это тоже гаргамель. Вот эти 2 сорта, которые мне очень интересно, какие они на вкус. В этом году я посмотрю. Это сортовые семена коллекционные. Посмотрю, какие плоды будут давать мне помидорки. Сажала я их, знаете, очень кучно, по 2, по 3 кустика в одну лунку, можно сказать. Каждый кустик я буду пасынковать, то есть пасынки буду обрезать и вести в одну ветку. То есть у меня получится, например, 3 ветки в одной лунке. Может быть, в 2 ветки каждый кустик буду вести, не знаю, посмотрю. Пока им здесь очень комфортно. Много у меня здесь их сортов, я уже вам показывала, какие семена я высаживала. У меня есть отдельное видео на эту тему. Здесь, кстати, в этом же парнике рядом с томатами я посадила базилик. Вот из семян я его сажала, по-моему, в феврале. Видите, уже такой вот темненький. Обожаю пиццу с базиликом, просто бомба. Свежими вот этими листьями. Еще, говорят, в чай их заваривают, но я не пробовала. У меня 4 кустика выросли, видите, вот 2 маленьких вот здесь вот есть. И 2 вот таких уже больших. Вот это, по-моему, ампельный помидор или мелкий, короче, какой-то черри помидор. Он очень длинный, уже высокий такой, вытянулся. А вот эти помидоры давала подруга моей мамы. Говорит, очень вкусные, попробуйте. Ну что ж, попробуем в этом году. Поскольку эти теплицы у меня в этом сезоне впервые, я еще, только испытываю, скажем так, технически их, как это будет вообще в выращивании растений, как это будет выглядеть, как это будет смотреться. Поскольку я впервые это делаю, да, я еще пока не поняла, как высаживать в них томаты. Но я сейчас предвосхищаю, будет очень много комментариев. Наташа, зачем часто так насадила? У меня, значит, есть соседка, которая живет вот через участок от меня. Я к ней ходила в гости, через 2 участка, точнее, там. Вот, она выращивает помидоры в теплице, в парнике, точнее, вот поликарбонатном таком большом. И она их сажает вместе по 2, по 3 кустика. И они у нее отлично плодоносят и растут. Я думаю, что и здесь у меня тоже будет все отлично плодоносить и расти. Кстати, у меня уже зацвела клубника, вот в этих клумбах стоит. Кстати, тоже хочу их покрасить в белый цвет, но пока у меня руки не доходят до этого. Очень много косить травы надо. Очень много всего успеть. Дай бог, вот теплицы эти поставила, как сделала, и то не доделала. Нужно еще степлером пройтись по всем вот этим вот полоскам, да. Вот присандалила, короче, наконец-то эту пленку к теплицам. Слава богу, с ремонтом вообще времени нету ни на что, но слава богу, что-то вот сделалось. Вот здесь, кстати, нужно еще пленку подрезать, подровнять, на степлер посадить, пленку протереть. Очень дел много, друзья. Я ничего практически не успеваю. Что-то так вот по-быстренькому. Раз, туда-сюда. Белечка, он сидит в клубничке. Белечка. У меня, кстати, клубника уже начала цвести. Смотрите. Это вот та клубника, которая от бывших хозяев мне досталась, да, от первых. Земля клубника она называется. Она такая мелкая-мелкая, ароматная. Я уже вам показывала ее во всех своих видео в предыдущие сезоны. Очень вкусная вот эта мелкая клубничка. А вот здесь вот в эту клумбу, в этот улей я посадила, кстати, землянику. Вырастила ее из семян. Это ремонтантная земляника. Посмотрим, какова она на вкус. Если она в этом году даст плоды, будет очень интересно. Говорят, она плодоносит до самых заморозков. Сортовая клубника у меня тоже зацветать начала. Дает такие крупные цветочки. Вот эта грядка меня прям радует. Ее полоть не надо.
Картон, как видите, весь зарос травой, несмотря на то, что он здесь лежит. Смысла в нем никакого нет. Я его, наверное, уберу и здесь все выкушу, все дорожки. Картон, наверное, есть смысл класть, когда сверху еще чем-то посыпать, но мне пока нечем. Вот так вот у меня уже огурчики взошли. Вот, видите, тоже их надо уже полоть. А вот здесь у меня высажены перчики. Вот я совсем недавно посадила. В этом сезоне вообще ни до чего. Совсем недавно их высадила. И вот здесь вот мои баклажаны тоже совсем недавно высажены, поэтому они немножко еще хиленькие. Здесь у меня уже всходит редиска. Вот здесь 2 ряда, называется сорт «Мечта Алисы». А вот это, по-моему, клюква какая-то, сахарная клюква, называется клубника. Ой, клубника говорю. Редиска, вот этот сорт называется сахарная клюква, а вот это «Мечта Алисы». Здесь у меня также всходит петрушечка. Здесь у меня всходит 2 ряда укропа, шпинатик уже можно кушать. И вот это крест-салат. Горох у меня, смотрите, как зашел. Тоже его надо уже полоть. Он уже какой. Кошки, правда, раскопали половину клумбы, поэтому он, видите, где-то ряды его облысели, потому что кошки копали. И очень много надо полоть, друзья. Я не успеваю. Сегодня в баню еще хочется сходить. Лук зашел. Вот, смотрите, как уже какой. Кошки, правда, здесь бегают, носятся и ломают его. Вон, видите, уже покоцали кое-где. Кое-где покоцали мой лук. Засранки. И кое-где надо уже полоть. Чеснок тоже надо полоть. Видите, он уже как зарос. Короче, беда, друзья. Дел очень много. Я ничего не успеваю. Что успеваю, то делаю. Что не успеваю, то не делаю. Вот такие дела. А, еще хотела вам показать розу, которую я купила в питомнике. Вот 2 видео назад я вам показывала, да? Она у меня уже дала бутон. И вот-вот зацветет, посмотрите. И кажется, она будет действительно кораллового цвета, как я люблю. Вот так вот. Так, друзья, мне вот тут кто-то в комментариях написал: Наташа, посадите перед забором цветущие кустарники. Ну, в общем-то, я уже их сажаю давно. Вот это у меня спирея растет. Ее я привезла из барского сада, который у нас заброшенный тут есть в соседнем селе. У меня есть даже видео, где я вам показываю, как туда езжу. Вот она уже начинает, к сожалению, отцветать. В прошлом году я ее обрезала. И вот так вот она красивенько цветет, очень вкусно пахнет. Здесь у меня малинник разросся, дикая малина, но очень ароматная, вкусная. Кстати, ее надо подвязать, кое-где подвязана, кое-где вот так вот она лежит. Весной 25 года я сажала жасмин. Жасмин, снежная буря. У него такие цветы красивые, шарики белые такие, очень ароматно пахнут. Я вот здесь, если найду, картинку вставлю. Вот он у меня уже как разросся, тоже надо его облагородить. Вот здесь он будет у меня возле забора цвести. А еще, видите, какое я решение нашла. Я повесила, короче, на забор вот с этой стороны сетку-рабицу. Вот видите, она у меня висит. И, возможно, я сюда какое-то плетущееся посажу растение, которое будет здесь вот вьюнок или розы какие-то, которые вьются. В общем, сюда плетущееся какое-то растение вдоль забора посажу, которое цветет. Тоже будет очень красиво смотреться. А еще, друзья, из печи, которую мне сломали, уже собирается потихоньку костровая зона. Вот видите, колодец собран. Вокруг нее будет много кирпичиков. Сюда я поставлю садовые качели. Когда у меня деньги будут, если после ремонта они останутся. Ну, предположительно, вот кресло, по крайней мере, у меня уже есть садовое. Сюда я посажу и вот так буду сидеть. Вот там у нас закат в той стороне. Закатное солнце, буду наблюдать под костерок. И что самое удобное, костровая зона у меня будет перед крыльцом. Знаете почему, друзья? Потому что, когда готовишь шашлык, там еще что-то, из дома постоянно нужно носить туда-сюда, то все. Здесь очень удобно. Раз на крыльце, на столике там все сделал, приготовил салатик туда-сюда, принес шашлык, покушал, там, если дождь, да, забежал под навес. То есть все в шаге доступности рядом с домом. Вот, и здесь легче следить за костром, кстати. Вот, если он будет стоять где-то на задворках, вот этот вот костровой колодец, то это будет очень неудобно, это будет нужно далеко ходить. Ну, короче, возле дома я посчитала, что это самое удобное место. Вот эта костровая зона, она, конечно же, еще не доделана.
Вот когда будет доделано, я вам покажу итоговый вариант, может быть, даже прямо в эксплуатации покажу. Здесь у меня все еще идет стройка, как вы понимаете, у меня все еще идет ремонт, привезли кучу песка. Ой, я сделаю, друзья, отдельное видео про свои полы, про свой ремонт, а в этом видео я покажу вам только кусочек из того, что у меня образовывается. Вот видите, здесь уже успела вчера выкосить, здесь вот красиво, более-менее все смотрится. А еще, друзья, смотрите, у меня вот здесь подсолнушки всходят, подсолнушки. Вот здесь они перед окном будут меня радовать. Вот они, видите, прям целую линию посадила их. Вот так буду выглядывать из окна и любоваться подсолнухами. Ну и цветущими вишнями. Вот здесь у меня вишня дикая, ну как, войлочная, вот возле забора растет. А вот здесь вот шоколадную я посадила в этом году. Вот 2 деревца. А еще подписчица мне из райцентра привезла сакуру. Совсем молоденькое деревце. Вот оно наполовину прижилось, слава богу. Будет у меня здесь расти между 2 вишнями. Между вот этой шоколадной вишней, между вот этой и вот здесь вишни. Друзья, вообще у нас такая влажная, очень душная погода стоит. Из-за этого трава очень сильно быстро растет. Вот я вам показывала в прошлом видео, да, как тут все было в кустарниковой зоне аккуратненько выкошено. Теперь смотрите, что творится здесь. Опять нужно косить. Кто-то в предыдущих видео мне писал: Наташа, посадите 2 куста жимолости, они будут переопыляться. Друзья, вот 2 куста жимолости. Почему вы невнимательно смотрите мои видео? Вот это сорт лакомка, а это сорт нимфа. И вот на них уже ягодки, друзья. Вот они уже растут. И в этом году я попробую с этой жимолости плоды. Вот это нимфа. На ней очень много плодов будет. А вот это вот лакомка. На ней, конечно, поменьше плодов. Но тоже, думаю, попробую. Какая будет вкуснее. Вот еще, кстати, вот лакомка. Вот здесь плоды у нее есть. Ой, друзья, смотрите, как зарастать все начало быстро, да? Надо брать уже косу. И здесь только косой смогу я пройтись. А вот это виноград. Друзья, в этом году весной я не успела его обрезать до сокодвижения. Дела было очень много, начался ремонт туда-сюда. И вот в таком состоянии он сейчас. Буду я его обрезать этой осенью. Пополз у меня на соседнюю грушу. Ну ладно, как уж есть. Я думала, что он в этом году не будет плодоносить, но он уже дает завязи. Вот посмотрите, у него, видите, уже есть завязи. То есть в этом году урожай винограда у меня тоже будет. Может быть, не такой большой, как в прошлом году, но тоже покушаю его, слава богу. Я, кстати, очень люблю, когда цветет этот виноград. Я так люблю, когда цветет этот виноград. У него цвет так вкусно пахнет, как, знаете, такие вот духи какие-то свежие. Со свежестью цветочной какой-то такой. Еще новые побеги вот здесь я вижу. Так что все нормально. В этом году виноград у меня живой, с ним все хорошо. Единственное, что нужно будет заниматься его обрезкой и формированием лоз этой осенью. Главное не пропустить это дело. А еще мне подписчица дала ремонтантную малину, которая, не знаю, проживется у меня или нет. Вот она вот более-менее вроде какие-то кустики у нее жили. Ну, думаю, проживется. Говорят, очень вкусная ремонтантная малина, но пробовать я, наверное, буду ее только в следующем году. Видите, какая-то прижилась, какая-то нет. Но будет приживаться в этом году, а в следующем году попробую. Вот черная смородина меня тоже дала уже завязи. Видите, будет уже скоро ягодки тоже с нее. Чтобы вы понимали, с какой скоростью у меня растет крыжовник. Вот смотрите, он уже какой. Это конец мая. Он у меня уже даже рыжеет, краснеет уже прям на ветках. Пусть он маленький, но все равно вот здесь отсюда, наверное, видно. Вот, видите, очень быстро растет крыжовник. А еще, друзья, у меня, короче, вот здесь вот ежевика теперь растет. Ежевик уже мне еще привезли на рассаду. Вот тоже она в этом году будет приживаться. В следующем году, скорее всего, я с нее попробую плоды. Вот так вот. Мне тоже привезла подписчица из нашего райцентра. Спасибо ей огромное. Друзья, у меня вот здесь вот надо косить уже возле этого сарайчика с дровами. Это бывший амбар, кстати, раньше там зерно хранили. Но у меня здесь, видите, растет большая вишня. Кстати, в этом году на ней будут ягоды тоже. И она дает очень много деток.
постоянно, каждый год. Я уже замучилась их выпиливать, выкашивать иногда не успеваю. И я взяла своего друга-секатора снова. Сейчас буду вон там, вон, видите, заросли. Здесь я прям хожу, у меня прям под ногами, я натыкаюсь вот на какие-нибудь головешки, вот эти вот, которые я отрезала в прошлом году. Постоянно хожу, вот об них спотыкаюсь, вот об эти обрезки. И вот сейчас я их... В прошлом году у меня не было аккумуляторного секатора, а в этом году появился. И смотрите, как удобно. Раз. И спотыкаться я больше не буду. Прям под корень, под землю. И вот здесь еще. Господи, какая же это удобная штука. Я нарадоваться не могу, потому что я все время порчу косилку вот об эти вот отростки. Сейчас буду тут выкашивать все. Ну, как выкашивать? Секатором выпиливать, или как это называется? Не выпиливать, а выкорчевывать или что. И потом у меня будет возможность здесь нормально покосить. Потому что я не могу нормально косить вот из-за этих вот отростков. У меня все время косилка на них натыкается. Вот видите, вот этот пенечек, он постоянно дает маленьких деток очень много. Вроде ее спилили, но вот из-за того, что она спилена, она еще больше их дает. Я уже замучилась. Вот здесь их очень много. И постоянно я косилкой задеваю. А когда здесь хожу, спотыкаюсь постоянно об них. Господи, как хорошо, что у меня секатор аккумуляторный появился. Это просто песня. Песня. Сейчас вот здесь так стрижем все. И можно будет нормально косить, не боясь, что я поврежу себе косилку. Свой этот, не косилку, а этот, как его, как называется? Триммер аккумуляторный. Все слова забыли. Посмотрите, как здесь сильно заросло все. Вам не видно, блин, я тут одновременно камерой снимаю. Но в прошлом году, кстати, мне было неудобно вообще. В том плане, что я их спиливала ножовкой. А ножовкой ты больно-то не спилишь, особенно тоненькие веточки вот эти вот. А секатором ручным очень тяжело. Ну, короче, целый геморрой. Господи, почему я раньше вот этот секатор себе не завела, а? Смотрите, как очень много наростов. И вот ты вот ходишь здесь, вот ты спотыкаешься, натыкаешься ногами вот на эту историю, протыкаешь себе калоши. Ну, короче, опасная вещь. Можно споткнуться и упасть. Кстати, у меня в комментариях очень часто спрашивают: Наташа, дай ссылку на этот секатор. Это бесщеточный, кстати, секатор. У него очень мощный моторчик. И он может ветки до 5 сантиметров, нет, не 5, но 3 сантиметра так точно он может перекусить. Очень часто спрашивают: Наташа, дай ссылку на этот секатор. Так вот, я нашла партнерскую ссылку. По ней пройдете, оставлю ее под этим видео, и по ней пройдете и такой же себе купите. Он по сравнению с другими не такой уж дешевый, да, есть дешевый за 1500, вот этот я брала около 4000 со скидкой. Но он того стоит, потому что у него мощный аккумулятор и мощный этот моторчик. В прошлом году, кстати, помните, я сажала китайский лимонник. Вот он уже у меня какой красавчик. Это такое вьющееся растение, которое у меня будет обвивать грушу, обвивать в том числе вот эти сухие ветки, и с них будет свисать его плоды. У китайского лимонника такие красивые кисти с красными ягодами. И вот представьте, когда он разрастется, очень высокий будет, насколько это будет красиво смотреться, как он будет с груши свисать, вместе с грушами, кстати. Как в этом году красиво у меня смотрятся мои черные смородинки. Я прям балдею. Смотрите, какие копны. Вот они уже ягодки дали. Вот они скоро будут созревать. Друзья, у меня в кустарниковой зоне, значит, растет трава, которую сложно выкашивать. Видите, как все уже заросло. Она растет такими вот пучками, прям кучками. Вот такой вот пучок с огромной, ну как сказать, спутанными огромными корнями. И кочка такая получается. Значит, чтобы было удобно здесь косить, я, значит, выкапываю вот эту кучку, вот этот холмик с травой, с корнями, переворачиваю вот так вверх дном, вот так вот, чтобы они высохли. В ямку эту втаптываю. Но высыхает, и здесь больше не растет. Потом косить удобно. Это я уже испробовала. У меня перед домом такие кучки росли.
Я все их повыкапывала и вот так вот перевернула, и потом больше пучками эта трава не растет. Это пырей, по-моему. Пырей, он бывает так вот по одной травинке растет, а бывает, видите, вот такими вот роскошными кустами, которые очень сложно косилкой косить. Она постоянно натыкается на вот этот плотный пучок травы. И вообще, короче, особенно если она высокая, очень сложно ее выкашивать. В общем, я сейчас лопатой все это выкапывать буду, и потом здесь будет проще косить. Вот я за домом, видите, как хорошо уже выкосила, пока заряжается косилка. И я буду копать вот эту штуку. А еще у меня по всему участку начали расти репьи, надо их тоже выкапывать. Ну и вот, друзья, в общем-то, что я успела выкопать. Смотрите, сразу как будто покосила, да? Смотрите, сколько этих у меня кучек здесь вот с этой травой. Она еще, конечно, чуть-чуть здесь поднимется, но ее будет легче косить. Вот, еще вот здесь немножко осталось. И вон там вся площадь вот в этой траве кучковатой. Вот, смотрите, видите, как много этих кустов здесь. Вот здесь вот они прям по кругу растут вокруг центра. Но вот здесь уже чистенько, смотрите, вот тут вот мною уже выкопано. И вот здесь эти кусты, пучки больше не будут расти. И косить здесь будет легче. А еще что я хотела показать, видите, вокруг черной смородины у меня как будто бы больше земли, да, травы поменьше. Я, конечно, здесь покосила, но трава здесь растет, она гораздо реже. И знаете почему? Если кто-то видел мои видео из прошлого года, весной 25-го года, я здесь траву убирала плоскорезом. Конечно же, она потом росла, ее я косила, но плоскорез дал свои плоды, скажем так. В этом году я это, по крайней мере, вижу. Трава здесь растет гораздо реже и не так часто. И видно кусочки земли, и косить ее буквально, вот я не знаю, там пару травинок, раз-раз прошелся быстренько. Она не так часто здесь растет. И поэтому вот эта вот зона, где черная смородина растет, она у меня намного красивее выглядит, чем вон там вон. Но, наверное, со временем, когда я все вот эти кучки выкопаю, здесь все выкошу, под кустарниками я тоже буду плоскорезом убирать вместе с землей корни, чтобы легче было потом под ними косить. Ну вот, пожалуй, все, друзья, на этом. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.